Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать о репродуктивном здоровье мальчиков и подростков. Пожалуйста, досмотрите его до конца, в нем будет немало полезной информации. До года детей, мальчиков наблюдает детский хирург, и если он выявляет какие-то нарушения, а туда относятся и паховые грыжи, и различные водянки, он направляет уже для дальнейшей консультации к нам, и мы уже определяем тактику дальнейшего наблюдения ребенка. Больше всего проблем, конечно, возникает в более старшем подростковом возрасте. А дети приходят к нам в возрасте 11-12 лет. Это так называемый препубертатный возраст перед половым развитием. Он является наиболее важным, потому что в этот период дети начинают расти, но пока они еще нормально в половом развитии не развиваются. Но он очень важен в том плане, что он является подготовительным. В этом периоде большинство воспалительных заболеваний, которые мы пропустили в более раннем возрасте, они оказывают свое влияние. То есть дети начинают неправильно развиваться не в том направлении, в каком нужно. И первый раз мы в таком возрасте можем направлять детей на такие исследования, как УЗИ мошонки, которые выявляют размеры и какие-то структурные изменения именно в этом периоде. И уже, получается, направляем детей к эндокринологу для того, чтобы они оценили правильность полового развития в этом возрастном периоде. Ну и самая проблемная возрастная группа детей, которую мы смотрим, это подростки. Подростковый период считается у мальчиков с 14 лет. В этом периоде происходит их активное развитие и, возможно, различные нарушения, которые классифицируются или определяются как задержка полового развития. Это считается достаточно серьезной проблемой, потому что всех родителей интересует основной вопрос, как будет дальше развиваться их мальчик и, как говорится, будет ли у них нормальное в дальнейшем потомство, не будет ли каких-то проблем. Проблемы чаще всего связаны с тем, что в настоящее время подростки начинают раннюю половую жизнь. И у большинства подростков сейчас возрастной период достаточно ранний, то есть у мальчиков порядка 16-17 лет, у девочек раньше 14-15 лет. И это определяет ранние и те заболевания, которые встречаются в более старшем возрасте, большей частью у мужчин. В настоящее время очень много мальчиков с простатитами, которых мы диагностируем достаточно поздно, потому что не очень знакомы с этой патологией и с ее ранними проявлениями. Несвоевременность лечения таких состояний приводит к проблеме тому, что у них развиваются заболевания в более старшем возрасте, которые должны, в принципе, приходиться на возраст только 30 лет. То есть хронические простатиты, хронические воспаления придатка, наружных половых органов у них развиваются очень рано. Соответственно, меняется и дальнейшее их развитие, и возможно развитие бесплодия в более старшем возрасте. Сейчас современный метод диагностики, в том числе лабораторная диагностика, позволяет ранее диагностировать такие состояния и своевременно назначать лечение. Чаще вы обращаетесь к нам, тем больше и лучше ребенок привыкает к осмотру и, соответственно, считает это правильным. И у него не возникает дополнительных вопросов и каких-то проблем при явке к нам на осмотр. До 14 лет мы рассматриваем ребенка вместе с родителями. Ребенок больше доверяет родителю, чем врачу. И все необходимые вопросы мы задаем как ребенку, объясняя, что мы будем делать, какие исследования проводить. И то же самое мы говорим родителям. В более старшем возрасте, в начале, при разговоре и обращении, мы спрашиваем ребенка, хочет ли он рассказать что-то, что он может рассказать только мне и не может рассказать родителю. Конечно, идем на контакт. Если он против, допустим, что-то рассказать при маме, и в этом случае осматриваем ребенка без родителя, конечно, берем согласие о том, что ребенок согласен на осмотр. Это очень важный момент, потому что не всегда подростки идут на контакт именно с родителями, потому что они в большей части стесняются или какие-то вопросы могут не задать, потому что они достаточно пикантные и очень личные. В нашем центре применяются все виды диагностики в настоящее время, касаемо наружных половых органов и их исследования их функции. Но некоторые исследования не проводятся в рамках возрастного периода. Допустим, спермограмму мы можем провести у нас в лаборатории, оценить качество спермы, но до 18 лет это считается некорректным, и поэтому это исследование не проводится. Мы можем провести ультразвуковую диагностику мошонки, предстательной железы, паховых областей, оценить строение яичек, правильность их расположения, также изменения, которые могут выявляться, определить кровоток, какие изменения есть в кровотоке, как кровоснабжается яичко.
Это можно все сделать с помощью ультразвуковой диагностики. Также в плане лабораторной диагностики детям старше 12 лет берутся мазки из уретры, посевы из уретры. Подросткам старше 14 лет мы берем различные мазки и выделения на так называемую ПЦР-диагностику для диагностики заболеваний, передающихся половым путем. Наш центр является хирургическим, и, конечно, та патология, которую мы выявляем, она большей частью требует хирургической коррекции. И здесь есть все специалисты хирургического профиля, в том числе и урологи, которые могут проводить хирургическое лечение данных заболеваний. И это с хорошим результатом лечения. Мы можем гарантировать то, что при обращении к нам вы получите хорошую квалифицированную хирургическую помощь. При выявлении различных воспалительных заболеваний мы пользуемся всеми современными средствами диагностики, в том числе схемами лечения, как у взрослых, так и детей. И, соответственно, результат лечения будет только положительный. Большинство подростков не обладает достаточной информацией о методах контрацепции и о правильности половой жизни. Вообще у них чаще всего возникают вопросы по первому половому опыту. Они, конечно, обращаются с этими вопросами не к родителю, а непосредственно к урологу. И мы уже в доступной форме стараемся объяснить, как правильно себя вести, как правильно предохраняться, какие есть средства контрацепции в полном объеме, какие средства предпочтительны в данном случае, как избежать каких-то воспалительных заболеваний на первый этап, возможности травматизации дополнительной. Конечно, стараемся решать все эти вопросы в полном объеме и доступным языком объяснить это подростку. Потому что если мы как-то резко об этом скажем или неправильно объясним, то в последующем могут возникнуть проблемы, или он замкнется, или не будет рассказывать об этом ни родителям, ни в дальнейшем врачу. Чтобы записать вашего ребенка к урологу в Пироговский центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.